Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами потрясающим рецептом, который точно станет фаворитом на вашей кухне. Мы приготовим невероятно вкусный, ароматный и сытный пирог с мясом и картофелем. Это именно тот случай, когда из простых доступных ингредиентов получается настоящее кулинарное чудо. Представьте, хрустящая румяная корочка, мягкое нежное тесто, которое буквально тает во рту, и сочная ароматная начинка из мясного фарша, картофеля и лука. Такой пирог можно подать на ужин, взять с собой на пикник или просто угостить гостей. А если вы любите домашнюю выпечку так же, как я, то уверена, этот рецепт вам точно понравится. Для теста я взяла полкилограмма муки, чайную ложку соли, чайную ложку сахара, 1,5 чайные ложки разрыхлителя, 130 грамм мягкого сливочного масла, 220 грамм жирных сливок. Их можно заменить на сметану либо кефир и одно крупное яйцо. Для начинки фарш у меня куриный, 1 крупная луковица, можно добавить также зеленый лук, я не добавляла. 2 клубня картофеля, примерно 400 грамм, и растительное масло для жарки. Для смазки пирога 1 желток и столовая ложка молока. Первым делом приготовим тесто. Просеиваем полкилограмма муки, добавляем к ней соль, чайную ложку сахара и 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Хорошенько перемешиваем. Делаем небольшое углубление и добавляем мягкое сливочное масло. Если оно у вас подмороженное, можно натереть на терку. Или как вариант прогреть, чтобы оно было жидким. Добавляем муку и растираем тщательно пальцами в мелкую крошку. Делаем снова углубление. Добавляем 1 яйцо, сливки. У меня жирностью 30%. Вместо сливок можно взять кефир либо сметану. Замешиваем тесто. Я добавляю понемногу муки, забирая с края. И перемешиваю. И так постепенно замешиваю тесто. Когда уже будет неудобно работать лопаткой, очищаем ее и замешиваем тесто руками. Тесто сначала вымешиваем в миске, оно довольно упругое, муки больше не понадобится. Я высыпаю остатки муки на рабочую поверхность и хорошенько вымешиваю тесто, вмешивая оставшуюся муку. Оно очень плотное и абсолютно не липнет к рукам. Получается такой упругий комочек. Я заматываю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 2 часа. Напоминаю, что я свое тесто готовила за день до того, как приготовить сам пирог. На следующий день занялась начинкой. 1 крупную луковицу нарезаем кольцами, полукольцами или мелким кубиком, как вам удобно. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла и пассируем лук до прозрачности и легкой румяности. Затем выключаем. Картофель чистим, моем и нарезаем небольшим кубиком. Я взяла 2 небольших клубня весом около 400 грамм. К фаршу у меня 500 грамм куриного фарша. Добавляю измельченный картофель, обжаренный лук, перчу по вкусу, сухой чеснок, соль. При желании можно добавлять любые ваши любимые приправы. Тщательно вымешиваем. Начинка готова. Теперь возвращаемся к тесту. Достаем его из холодильника и делим на 2 части. Одна часть должна быть больше, соответственно, другая чуть меньше. Ту часть, что поменьше, мы снова отправляем в пакетик. Большую часть разминаем сначала руками. Если тесто холодное, дайте ему постоять при комнатной температуре, чтобы оно немного нагрелось и стало мягче. Разминаем руками. Для удобства я раскатываю сразу на пергаментной бумаге. Муку подсыпать не нужно. Тесто абсолютно не липнет ни к рукам, ни к рабочей поверхности, ни к скалке. Тесто не должно быть слишком тонким или толстым. Равномерно распределяем всю начинку. Она не должна доходить до края примерно 5 сантиметров. Равняем сверху ложкой.
Переносим заготовку на противень. Я подстелила под низ пищевую пленку, чтобы пергаментная бумага не скользила по поверхности, когда я раскатываю тесто. Кусочек теста, который был поменьше, снова разминаем сначала руками, а затем скалкой, формируя ровный круг меньшим диаметром. Приблизительно диаметр моего готового пирога получился 35 сантиметров. Накручиваем на скалку и переносим на пирог. Теперь защипываем по кругу. Я сначала просто защипнула края. А теперь формирую красивый фигурный бортик. Вот такими простыми движениями. Пальцами прижимаю, а затем заворачиваю. И так по всему диаметру пирога. Если у вас мало времени для украшения пирога, можно сделать в центре отверстие, и на этом все. Я решила еще немного заморочиться. Сделать красивый рисунок с помощью 2 вилок. Признаюсь честно, украшала таким образом я в первый раз. Все отлично получилось, думаю, у вас получится так же. Тесто очень податливое, не липнет к вилкам и легко держит форму. Чтобы линии получились ровные, я делаю разметку вилочкой и прижимаю с 2 сторон. Можно слегка проткнуть тесто, ничего страшного в этом не будет, наоборот, даже в плюс будет выходить пар. Рисунок готов, в таком виде мне пирог нравится намного больше. Для смазывания я беру 1 желток, столовую ложку молока, хорошенько взбалтываем до однородности. Смазываем пирог сверху и бока. Это придаст румяности готовому изделию. Еще для украшения я посыпала кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 50 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Во время выпечки пирог немного увеличится. Достаем его из духовки и даем остыть. Вот такой вот он румяный у нас получился. Когда пирог немного остынет, переношу его на тарелку, нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу. Ну вот, наш пирог готов. Посмотрите, какой он получился. Румяный, с аппетитной хрустящей корочкой, невероятно ароматный и просто потрясающий вкус. Начинка сочная, пропитанная всеми вкусами. Тесто мягкое и нежное, просто идеальное сочетание. Разрезая его, сразу чувствуется, насколько он сытный. Картофель хорошо пропекся, мясо стало мягким и нежным, а лук добавил аромат и легкую сладость. А какой у него запах! Пирог так и манит попробовать кусочек. Обязательно приготовьте его у себя дома. Я уверена, что он понравится всей вашей семье. А если вы уже пробовали, не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях под видео. Было ли вкусно? Получилось ли с первого раза? Может, вы добавили что-то от себя? Мне будет очень интересно читать ваши комментарии. Друзья, спасибо, что готовили со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.